Москва по алфавиту дошла уже до буквы «Х». Итак, вы видите за мной самый большой православный храм России и, как я прочитала, даже Европы. Это храм Христа Спасителя. Находится в самом центре Москвы, 10 минут до Кремля. Красивейшее место. История этого храма необыкновенно интересна и удивительна. Храм, который вы видите за мной, это старый стиль русско-византийский, и можно подумать, что это храм старый. На самом деле, вы знаете, это восстановленный храм. Здесь раньше не было собора в советский период. Этот храм был задуман и был построен в честь победы России в войне с Наполеоном 1812 года. Была такая старая традиция строить так называемые обетные храмы. Храм благодарности Богу за то, что Бог дал нам победу в войне. Это старая очень русская традиция. И тогда был у нас царь Александр Победитель, Александр I, и, конечно, он сказал, нужно поставить памятник Христу Спасителю, поэтому храм Христа Спасителя, за эту победу в войне. Александр достаточно быстро умер после этого. На русский престол встал Николай I, но идея ему понравилась, и он решил продолжить дело своего брата. Проект поручили выполнить архитектору Тону. Это была его идея сделать храм в византийском стиле, чтобы было видно, что Россия продолжает традиции Византии. Этот храм похож на храм Святой Софии в Константинополе, который сегодня Стамбул. Но это, конечно, нужно было не просто сделать копию, а нужно было сделать этот собор русским. Поэтому здесь есть элементы русского зодчества, русской архитектуры. И стиль называется поэтому русско-византийским. И вот в конце 30-х годов XIX века приступили к строительству. Строили этот храм очень долго, почти 40 лет. И за это время успел умереть не только Николай I, но и следующий царь Александр II. Торжественное открытие было в 1883 году. Царь тогда был у нас Александр III. Храм огромный. Для его украшения старались использовать очень дорогие и красивые материалы. И мрамор, вы видите, бронза, скульптура, внутри мозаики, фрески, очень много позолоченных украшений. Этот храм, этот собор должен был прославлять не только победу русского оружия в борьбе с Наполеоном, но и вообще воплощать в себе идею русской империи. Особенно этот главный, огромный купол наверху, что она сильна, монументальна и стоит на века. Самые лучшие художники русские второй половины XIX века принимали участие в украшении этого храма. Те самые художники Нестеров, Васнецов, картинами которых гордится Третьяковская галерея. Поскольку храм посвящен победе русского оружия, то вы можете увидеть, когда зайдете в храм, галерею, которая называется «Галерея войны 12 года». И там изображены на стенах храма герои, полководцы этой войны и основные битвы. С историей этого храма связаны старые легенды. Самая известная легенда рассказывает нам о том, что место это
несмотря на то, что она очень красивая и с прекрасным видом, место это нехорошее. Во-первых, здесь рядом Болотная площадь. Болото. И там во времена Грозного Ивана были не очень хорошие дела. В народе вот это место Болотной площади как-то не очень пользовалось успехом. И вообще слава об этом месте была не очень хорошая. Но дело даже не в этом. Дело в том, что когда Александр I приказал воздвигнуть на этом месте храм, здесь уже был монастырь, женский монастырь, Алексеевский. Царь сказал, что монастырь надо убрать, монастырь надо перенести в другое место. И, как вы понимаете, монастырю, и особенно главному человеку, настоятельнице монастыря, это не понравилось. И легенда говорит о том, что когда монастырь отсюда уезжал, настоятельница встала в грозную позу и сказала: «Не будет на этом месте ничего стоять больше 50 лет. Быть всему месту пусту», — сказала настоятельница. И эти слова настоятельницы вспомнили русские люди в 1931 году, когда этот храм при советской власти взорвали. С 1983 года до 1931 года прошло 48 лет, почти те самые 50, о которых говорила настоятельница. Так вот, в конце XIX века наконец-то собор встал на это место спорное и стоял здесь символом Российской империи. А в 1917 году, в конце его, как вы помните, случилась Октябрьская революция, которую у нас теперь называют Октябрьский переворот. Первые 12 лет было не до этого собора. А в начале 30-х годов как-то Кремль здесь рядом, и товарищам из Кремля, в общем, он перестал нравиться. Я думаю, вы знаете, что Советская Республика была республикой атеистической. Она сказала, что Бога никакого нету, а тут прямо, можно сказать, из кремлевского окна виден этот гигантский собор, который называется Храм Христа Спасителя. Символ православия, который, между прочим, может посещать одновременно 10 тысяч человек. Огромный собор. И в 1931 году было решено этот храм убрать, снести и на его место поставить другой символ. Место-то какое чудесное. Символ молодой Советской Республики – Дворец Советов. А наверху Дворца Советов должен быть другой символ. Вот здесь вы видите наверху купола православного всегда крест православный. А наверху Дворца Советов должен был стоять Владимир Ильич Ленин и показывать рукой дорогу в светлое будущее. Так, конечно, в 1931 году этот храм уничтожили, его взорвали. Как я сказала, материалы там были очень дорогие. Гранит, мрамор, бронза. Все материалы, скульптуры все-таки попробовали сохранить и сняли. Но потом он сделан был так хорошо, 40 лет все-таки строили, что нужно было только взрывать. И этот взрыв в 1931 году потряс Москву. Все соседние здания содрогнулись. И, конечно, это был символический акт. Это было уничтожение русского старого государства и этого символа Российской империи, храма Христа Спасителя. Это очень был демонстративный шаг, специальный шаг. Образовалась гигантская яма, и начали строить фундамент для Дворца Советов. Но началась Вторая мировая война, которая в русской истории называется Великая Отечественная война, в 1941 году. И было, конечно, не до строительства Дворца Советов,
когда гитлеровские войска в ноябре стояли около Москвы уже. И поэтому остановилось строительство. И вот остановилось, война кончилась, денег нету, людям есть нечего. Какой тут огромный дворец Советов. И стояла эта яма в центре Москвы, на берегу Москвы-реки, около Кремля. Ну, очень некрасиво. И все думали московские власти, что же делать с этой ямой. Яма была огромная, поэтому решили сделать для людей бассейн. Бассейн назывался «Москва», и я плавала в этом бассейне. Так вот, плавали москвичи, плавали в бассейне, а тем временем время Советского Союза подходило к концу. В 80-е годы денег на содержание этого бассейна уже не было. Был в стране кризис, его закрыли, и стояло опять непонятно, что на этом месте. А тут произошла революция 91-го года, и опять встал вопрос, ну что же делать? Все-таки это символичный храм, замечательный. Остались описания его, и даже эти скульптуры, рисунки, планы, все осталось. И тут Борис Николаевич Ельцин, который был президентом уже новой России, инициировал план по восстановлению на месте бассейна «Москва» прежнего храма Христа Спасителя. И в 2000 году патриарх Русской Православной Церкви торжественно открыл этот храм обновленный, который вы и, собственно, видите за мной. Поэтому вот этот мостик, на котором мы стоим, называется Патриарший. Это главный патриарший собор Русской Православной Церкви сегодня. Здесь совершаются самые большие православные службы. Здесь провожают в последний путь самых выдающихся и значимых людей современной России, актеров, художников. Бориса Ельцина провожали здесь, когда он умер. То есть это такое место очень значимое для сегодняшней России. Вот интересная история, мне кажется. В вашей стране есть такие необыкновенные памятники, которые умирали и потом возрождались, интерес к которым со стороны людей до сих пор большой? Пишите нам в комментариях. Счастливо!